За этот час мы найдем дом, который съел другой. Увидим здание с загадочной цифрой номер 8, заглянем в школу, где учился Высоцкий, и узнаем, где на самом деле находились бесплатные квартиры. И, наконец, дойдем до вокзала, где по ночам сами собой переключались стрелки, а сейчас его ждет совершенно новая жизнь. Город – это не только фасады, это следы. Погнали их искать. Начинаем с перекрестка Садовое кольцо, проспект Мира. Когда будете здесь, обязательно смотрите под ноги. Обычный асфальт, шум машин. Но прямо здесь, вот на этом месте, призрак. Здесь стояла гигантская Сухарева башня. Снесли ее еще при Сталине. Поэтому следов, скорее всего, мы с вами ее не найдем. Хотя, кто его знает, может быть, под асфальтом до сих пор еще сохранился фундамент. И посмотрите на вот это здание. Башню, конечно, оно не сносит. Но от этого оно не менее интересное. Видите фасад? Грифоны, львы, кариатиды. А все это сделал парень, обычный парень, которого тогда вообще никто не знал. Сергей Коненков. И за эту работу он получил всего лишь 100 рублей. Хотя по тем деньгам, наверное, это было очень много. Купил на них швейную машинку, и это стало его билетом в другую жизнь. Но самое интересное спрятано вон там внутри, в арке. Но для этого мне нужно будет вернуться на перекресток и пройти на ту сторону. Проспект Мира шумный, хотя время 9 утра, выбрал специально выходной день, утро, но машин очень много. Все, ныряем сейчас вот в ту арку. Присмотритесь к фасаду. Выглядит все обычно, но под ним скрыты палаты 17 века. Это вообще взрыв мозга. Одна эпоха просто спрятала другую. А построил это все Матвей Евреинов. Представьте, еврейский мальчик служил у купца, потом занялся торговлей, стал владельцем шелковой фабрики и возвел на своем дворе вот эти каменные палаты. Причем они чудом уцелели и спрятаны во дворе. Так что заглядывайте во дворы, как я всегда и говорю. Вот здесь когда-то были ставни металлические, скорее всего. Это же насколько земля ушла вниз. Представьте уровень. Первый этаж. И мы сейчас стоим как раз таки напротив окна. И палаты получились как бы встроены в дом. Но на самом деле их просто побелили, покрасили сверху, надстроили. Но потом, как всегда, обнаружили. Вы когда-нибудь видели дом с бородавками? Нет? Тогда пойдемте, сейчас я вам покажу. Выходим на шумный проспект Мира. Позади меня осталось метро Сухаревская. Кстати, на ней я снимал видео про чебуреки. Знаменитые чебуреки СССР. Посмотрите это видео, кто еще не смотрел. Доходный дом. Присмотритесь в окна. Сейчас расскажу про него. Вы пока обратите внимание, первый этаж, второй, третий, последние этажи. Именно на окна. Ну, а пока давайте вот сюда заглянем. Усадьба Исаевых. Вот она начинается. Кому интересно, проспект Мира 12. С улицы вот обычный домик.
Гладкие стены, классика. Где-то вот облазит. Хотя это, наверное, обнажили все-таки. Знаете почему? Потому что когда-то здесь стояли палаты Исаевых. 17 век. И я так понимаю, что это, да, специально обнажили кирпич. Чтобы мы с вами понимали, что перед нами. Есть еще легенда, что якобы здесь жил Яков Брюс. Это сподвижник Петра Первого. Они гласили, что чернокнижник Брюс проводил в этих подвалах свои тайные опыты. Правда, потом историки выяснили, что это вообще не его дом, а усадьба принадлежала обычным торговцам. Это все каретный сарай, отреставрировано, красиво. По сравнению, конечно, с домом, он выглядит гораздо интересней. Везде шлагбаумы стоят. А сейчас кафешка, лаунж-зона. Как вам? Сюда тоже можно заглянуть. Не особо здесь тихо, конечно. С проспекта Мира все равно доносится шум. Будка охранника. Под номером. Металлическая, что ли? Похоже на контейнер. Как будто бы контейнер отпилили. Так что вот будете рядом, загляните. Смотрите на фасад вот этого розового домика трехэтажного. Строгий, тяжелый. Сразу понятно, что здесь были большие деньги. Вернее, делали их. Но делали, кстати, не на золоте, а на чае. Видите, как окна меняются? То есть первый, второй, третий этаж. Они все разные. Это, кстати, уникальный почерк архитектора Романа Клейна. А как думаете, слева чей дом? Правильно. Тоже принадлежал чай-торговцам. Доходный дом Перловых. То есть его сдавали в наем квартиры, а в этом доме сами жили. Между прочим, Перловы начали первыми упаковывать чай в жестяные баночки. Представляете? А, еще для простых людей они также первыми снизили цены. А вообще династия их была поставщиком самого императорского дворца. Ну а если вы хотите попробовать настоящий китайский чай, загляните в чайную Юнгуан. Пуэры, габа, улуны, чайная посуда. В общем, заглядывайте. Мне кажется, я просто кричу, когда машины проезжают. То есть я инстинктивно начинаю кричать. Жилой дом Шамардина, 1860 год. Мира 14. Это музей Садового кольца. А раньше был, видите, жилой дом с палатами. Конец 18 века. А, даже 17 века. То есть 17 век спрятали сверху. Накрыли его 18-м. Я не знаю, кто проводит реставрацию, но видно, что не мастера своего дела. Потому что львы не похожи на львов. Девушка не похожа на девушку. То есть на лицо надо обращать внимание. Видимо, не совсем специалисты этим занимаются. Ну и можно пройти вовнутрь, во дворик. И здесь уже слышно вообще другую Москву. Птицы поют. Вот такой дворик. А, это отель. И вроде как даже 5-звездочный. Отель 5 звезд. Колонны. Все красиво. Но нас интересует вот этот домик с палатами. Кстати, музей работает. Можете заглянуть. Тут же можете посмотреть, узнать, вернее, историю Мещанского района. Лекции проводятся, концерты. Ну да, здесь совсем другая Москва.
Брусчатка, смотрите. Ну, сомневаюсь, конечно, что она старая. Памятник истории. Но, по крайней мере, здесь тихо. И вроде как даже уютно. Птицы поют. Город прячет от себя и от нас с вами все такие красивые места. Ну и как вы думаете, что это перед нами? Правильно, дом с бородавками. Видели когда-нибудь? Я тоже, честно говоря, вижу его впервые. Это дом с бородавками. Но посмотрите на его какой шум. Посмотрите на балкончики. Вернее, не балкончик, а вот это что у нас получается? Лоджия, не лоджия, как правильно эта штука называется? Вот эти нижние выступы, и из-за них и называют это дом с бородавками. А знаете, в чем прикол? На его месте стоял дом 19 века. И архитектор не стал его сносить, а просто встроил тот дом вот в этот дом. По факту один дом поглотил другой. Но мне нравятся балконы. Особенно вот этот. И ощущение, что двухуровневые квартиры. Но это еще не все. Самый красивый парадный фасад архитектор развернул в боковой сквер. Вот туда. Погнали поближе, посмотрим. Вот они, его бородавки. Горячий. Сегодня 30 градусов обещают. Ох ты, какая лепота. Каморка папы Карла. По факту вот это дом 19 века. Видите, он как углом сделан. И надстроили этажи. Он был, по-моему, трехэтажный изначально. Ну и верхние этажи надстроили. И вот этот дом по факту поглотил вот этот. Интересно, здесь я смогу выйти? Вот такой тихий двор. Люблю я заходить в такие места. Всегда найдешь что-нибудь интересное. Нет, закрыто. Машина припарковалась, наверное, здесь навсегда. Ага, вот здесь можно выйти. Еще один старый особняк. И меня всегда привлекают арки. Очень красиво смотрятся. Все монументально. Мощно. Как вам фасад? Давайте сейчас отойду чуть подальше. Вот он, центральный фасад. Самый красивый. Посмотрите вон на эти балкончики лоджии. Вон там наверху. С той стороны застеклили, где кондиционер, а там нет. И, конечно же, лучше смотрится без кондиционеров. Реально мощно, сильно. Знаете, почему здесь фасад такой был? Потому что по генплану 1935 года именно вот здесь должен был пройти широкий проспект Дублер Садового кольца. Но дорогу так и не построили, и фасад по факту смотрит в никуда. Ну, вернее, на этот сквер. А, еще раньше на этом месте, вместо этого сквера здесь стояла церковь. Сейчас место для отдыха. Зелень, травка, скамейки.
Но дом шикарный, реально очень классный. Видно, что потолки очень высокие. Ну да, сталинская архитектура. Что вы хотите? Когда строили мощно, квартиры были огромные. Это потом уже пришла другая эпоха, все упростили. Кстати, мы когда будем идти дальше, будет метро Римское. Вот там уже не сталинская архитектура. Не знаю, дойду, не дойду до него, но тем не менее скажу. Там уже не сталинская архитектура, все просто было. Вообще, по-моему, самая простая станция Римская. Это как раз таки уже после развенчивания культа. Еще не сказал, вот это обрезанный дом. Знаете, почему обрезанный? Раньше у него был еще один этаж сверху. А когда была революция, говорю, когда французы захватили Москву, французский пожар был, этажа не стало. И его не стали восстанавливать. Вот. Обрезанный дом по факту. Бывают такие удивительные штуки, которым я до сих пор сам тоже удивляюсь. Не могу все знать про Москву, но интересно порыться, посмотреть, где что, когда было. Так, и вот это, по-моему, 13-1. Да, это домик, видите, такой похож на терем. Крыльцо, входная группа, широкие большие окна. МЦК, хотел сказать, автобус на МЦК едет. Нет. Вот, видите. Фасад, конечно, не особо украшен узорами, но они есть. Вот такие. Как будто бы они вдавлены, видишь? Видишь, я уже к вам на «ты». Бывает. Видите, фигуры все вдавлены. И это как бы неспроста. Вообще этот период построил немецкий архитектор Густав Гельрих. Здесь одновременно размещались учебные классы, жилые комнаты и храм Марии Магдалины. В общем, здесь учили слепых детей читать, писать, еще и профессию давали, чтобы они сами потом могли зарабатывать себе на хлеб. Ну а в советские годы уже работала обычная школа. Так, я еще не сказал. Мы идем по Мещанскому району, а закончим практически в Марьиной роще. Кстати, я уже снял видео про Марьину рощу. Скоро выйдет на канале, поэтому не пропустите. Покажу вам ее изнанку. Вот на этой стороне у нас, видите, церковь и подворье монастыря. А еще мы по факту идем с вами по святому пути паломников 17 века к Троице Сергиевой Лавры. И на той стороне аптекарский городок. А давайте-ка я сейчас перейду на ту сторону. Так, где женщина пошла на красный. Но нам, наверное, не стоит так делать. Вдруг они рванут. Да, они сейчас рванут. Ну, вот она останется посередине, на пятачке. А, побежала. Какая смелая. У нас реально сегодня 3 эпохи. Мещанская Москва, потом, наверное, купеческая и сталинская. Эпоха СССР. А давайте, пока горит красный сигнал, я пройду вот сюда. Это Мещанская подстанция. Обратите внимание, то ли терем, да, то ли промышленный объект. Раньше здесь были стеклянные двери, их заложили. Фасад закрасили. А видите цифру номер 8? Вот там, наверху. Это единственный намек на то, что это городская подстанция была когда-то. Она питала первые городские трамваи и уличное освещение. А с виду и не скажешь. Реально терем и терем. И она до сих пор работает. Слышите гул?
Нужно ближе подойти вот за этими железными дверями. Не знаю, будет слышно, нет? Наверное, нет. Но на самом деле это все работает до сих пор. Вот там цифра 8. Классно. Скрытая Москва. Причем она до сих пор еще заряжает московские электробусы. Так, мы перейдем сегодня на ту сторону или нет? Хотел по той стороне уже идти, там тенечек, и показывать на эту сторону. Так, что ты передо мной встал. А, как тут классно. Сколько зелени. Сразу прохладно. Хотел спросить вас, вы чувствуете? Я чувствую, реально, здесь очень прохладно. По факту, вот за этим зданием один из самых старейших ботанических садов России. Еще при Петре Первом открылся. Так называемый аптекарский городок. Ну, здесь и прохладненько, ветерочек, красота. Ладно, нам с вами идти надо дальше. Сразу, пока не ушел далеко, посмотрите на ту сторону. Изящный, столичный модерн. И обратите внимание на вот эти кованые балконные решетки. Это точная копия знаменитой, то есть там использовались такие же узоры в знаменитой гостинице «Метрополь». А до революции здесь была престижная женская гимназия. О, дальше еще расскажу вам историю про привидение, которое переводило стрелки Рижского вокзала. Вот видите, аптекарский огород. А давайте-ка сейчас пройдем вот туда, посмотрим, что здесь. Основан Петром Первым в 1706 году. Здесь кафешки, мороженое. Вот здесь можно было выйти, понял? А я обошел, ладно. Ну, я не буду сегодня заходить в аптекарский огород. Вы сюда сами приезжайте, погуляйте, посмотрите. Ну, отсюда в любом случае покажу вам. И я, кстати, сюда ни разу не заходил. Вот не был. Потому что мне как бы и так хватает и парков, и зелени. Но кому интересно, загляните. Билеты. Так, а сколько стоит билет? Читайте. Ребят, если кто-то вдруг соберется в этот период, если, конечно, еще видео выйдет. Не вижу цены. Ну ладно, вот посмотрите. График работы. Вот так выглядит кусочек ботанического сада. Оранжерея, выставочное поле, теневой сад, дендрарий в ту сторону. Такой что-то как прудик небольшой. Везде, видите, подписи такие вон стоят, что растет. Павильончик. На самом деле, очень жаль, что он закрыт и он платный. Я считаю, что россияне должны ходить бесплатно. Хотите деньги зарабатывать? Зарабатывайте на туристах. Так, план сада вот такой. Ну вот он, на самом деле он не особо-то и большой. Вот главный пруд, павильоны. Ну а здесь все так сделано. С виду даже и не скажешь. Многие из вас, если бы не знали, наверное, прошли мимо. Вышел на шумную. Представляете, камень, стекло, бетон. И вдруг вот такое, знаете, что это? Это деревянный дом. С виду тоже не скажешь. Выдают вот эта крыша, окна. Ну и, наверное, если не знать, что он деревянный, тоже никогда не догадаешься. Дом, в котором с 1910-го жил Брюсов Валерий Яковлевич. И в 1924 году умер. На самом деле, очень редкий для Москвы деревянный особняк. Стиль северный модерн. Как он вообще выжил, я не понимаю. Ну, красавчик. Высокие потолки.
наверху, кажется, как будто бы балкончики. Было бы прикольно, если бы оттуда можно было выходить и смотреть. Остановка в стиле 19 века. Ух ты, он еще и огромный какой. Это не просто деревянный дом, это целый замок по факту. Посмотрите, какой он широкий. А там, скорее всего, флигель идет. Да. Вот строили ребята, да? Ну и продолжается, видите, за кирпичной стеной у нас аптекарский огород. Вот там коричневый домик виднеется. Сколько этажей? 2, наверное, да. Хотя с правой стороны 3 этажа, 2 этажа. Модерн в чистом виде. Сейчас обойти надо автобусом. Мешает. Дом, видите, как бы такой в глубине от дороги отличается. Вернее, по расстоянию видно слева и справа дома. Ближе сюда, как бы там в глубине. Раньше перед домом был сад огромный. В советские годы интерьеры были утрачены или уничтожены. Потом в доме был туберкулезный диспансер. А самое главное, что он просто уцелел, и это уже хорошо. Peace, мир. Тоже редчайший случай, чтобы слово «мир» в данный момент вот так спокойно красовалось на всех языках. Знаете, когда все это появилось? В 1957 году. Как раз таки в тот же год Мещанскую улицу переименовали в проспект Мира. Это было событие, знаете, сейчас вспомню, как оно правильно называется. Всемирный фестиваль молодежи. Отсюда по факту и название. Все просто. И далее сейчас обратите внимание вот на этот шикарный дом. Тоже сталинская архитектура. Ой, а дальше еще красотень, смотрите. Я здесь впервые, честно говоря. Ощущение, что это фасад железнодорожного вокзала. У вас нет такого ощущения? Часы, метрополитен имени Владимира Ильича Ленина. Класс. И здесь очень прохладно. Я с детства люблю вот запах метро. Я не знаю почему. Видимо, какие-то у меня хорошие впечатления были от этого, не от этого запаха. Это тоже знаменитый дом метро. Метро, получается, станция как бы встроена. То есть ее сначала встроили, а потом уже надстроили сверху вот этот гигант. Причем в этой многоэтажке жили сотрудники метро. То есть она была специально заказана для сотрудников метро и построена. Ну, сейчас не знаю, кто здесь живет, сотрудники, не сотрудники, но вход, конечно, шикарный. Скульптура плодородия. Классный. Скажите, есть у вас ощущение, что вы сейчас были на вокзале? Вот у меня есть. Я впечатлен. Но сейчас вам покажу еще не менее впечатляющее здание. Оно, кстати, единственное в Москве. А должно быть все вот в таком стиле. Построено как раз-таки до ботанического сада. Искусственные деревья, лоджии. Как будто это не Москва, а... Где это, ребят? В Египте? Нет? В Греции. Вот где-то там, мне кажется. Очень красиво. Залипательное действо смотреть на все это. Серьезно, мне очень нравится. Я бы хотел здесь жить. Только я не понимаю, вот у людей это квартиры, и если это квартиры, как у тебя на балконе, да, вот стоят такие горшки, или это все-таки нежилое помещение? Так, друзья, кто знает, напишите. Представьте, вы ходите, хотите посмотреть
как говорится, на балкон выйти подышать, а у вас огромное дерево стоит в горшке. Но смотрится классно. О, он еще и широкий. То есть, как я и сказал, этот проект был первый, и он должен был растянуться до ботанического сада. Но дом построили, началась Вторая мировая война, и поэтому проект свернули. И он единственный. Я хочу во двор. Мне просто интересно, что там во дворе. Кстати, вот эта улица Безбожная, сейчас расскажу про нее. Почему она так называлась раньше. А, здесь, наверное, попроще, да? Ух, как ветерок дует. Классно. Птицы поют. Да, здесь попроще, но так все гладенько, чистенько. Штукатурка облазит, трещина. Ну, все как и должно быть на самом деле в обычном дворе. Фасад красивый, заглядываешь вовнутрь, а там совершенно другое. В общем, как я и сказал, эта улица Безбожная когда-то была. При советской власти ее так назвали. А вообще это Ой, опять я не выговорю сейчас. Где название? Надо прочитать. Мне смешно. Я реально, когда дома тоже готовился, искал эту улицу. Ну, думаю, как она называется? Протопоповский. Протопоповский переулок. Сам себя размешил. Так, а вот на месте вот этого магазина, перекрестка, да, раньше стояла деревянная Москва. Ну и дальше тоже по улице была деревянная. Ну и поняли, да, почему при советской власти сменили и назвали ее Безбожной, потому что они думали, что эта улица была названа в честь попа. Попов, попа, неважно. Сам факт. Вот такие вот дела. Ох, я сейчас перейду вот эти трамвайные пути и покажу вам нечто. Вы точно этого не ожидаете. Только надо понять, где заходить, наверное, дальше. Да, сейчас чуть дальше пройду. Вот здесь уже потише, ходят трамваи. Кстати, по проспекту Мира, там у нас со спиной, тоже когда-то ходили трамваи, так называемая конка. А вот здесь, ну, здесь не скажу. Ходил, не ходил. О, как классно парень катит на самокате с ветерком. Я уже зажарился. Фу, мне хочется просто с себя все снять, облиться водой и идти. Солнце жарит. Специально выбрал 8 утра. То есть я в 8 утра здесь был. Но, видимо, встал в 6. Но, видимо, надо вставать еще раньше. Вставать в 5, чтобы быть на месте, на локации в часов 7. Ну, люблю я все равно солнце. Солнце — это классно. Я парень летний, поэтому я все выдержу, все нормально. Я люблю солнце. Руки, смотрите, как черные, загорели. Но по футболку, если снять, там все белое. Надо идти загорать. Кстати, ребят, напишите, вы уже загораете, нет? Так, и вот, да, наверное, сюда я сворачиваю. Ребят, никогда не догадаетесь, что это за дома. Здесь целый квартал вот таких кирпичных домов. В той стороне, сейчас там пойдемся. Вот с левой стороны. Похож на отдельный такой старый городок. Но история у него очень странная. Когда-то это было дома с бесплатными квартирами. Представляете? Но просто так с улицы сюда вообще не попадали. Нужно было собрать справки, доказывать, что ты реально бедный. В общем, жили тут те, кто все потерял. Вдовы, погорельцы, нищие. И все было очень-очень жестко. Вот это, наверное, центральный самый дом. Вот вы скажете, что здесь жили нищие? Я нет. Кажется, как будто бы это все построено для какого-то графа. Плиточка, входная группа. Вот этот домик. Еще смотрите,
ВВ сверху над козырьком. Шикарно, однозначно. Но здесь все было очень жестко. Пьешь, могут выгнать. Бардак, тоже выгоняют. Животных нельзя. Это на самом деле очень странное место для бедных и с очень строгими правилами. А еще дома реально выглядят очень нарядно. Вот эти узоры, фасады. Знаете, почему так все это выглядит? Потому что их как раз-таки строили к 1812 году, вернее, к юбилею. Поэтому стиль получился вот такой парадный. Но после революции лавочку прикрыли, дома дали под коммуналки. Ну а сейчас здесь, видите, все как перемешано, закрыто, какие-то офисы, в общем, учреждения, ремонты. Но я не мог пройти мимо этого места. Это реально очень классно. Дома, видите, зажаты между современными 12-этажками. Ну, этот менее нарядный, но от этого он не менее интересный. Агентство по распространению зарубежных изданий. Вот даже такие есть, я и не знал. Видите, он кварталом сделан. Посчитайте, сколько мы домов с вами прошли. Протопоповский. Вот читаю я нормально, а запомнить почему-то я его не смог. Ну, фасады, вот это, конечно, зло. Кондиционеры — это зло. Я понимаю, что жарко, как сейчас, например, хочется прохладного. Но можно, наверное, как-то на крыше это все дело разместить. Фу, здесь пылища. Дорогу делают. Давайте вот этот фасад еще посмотрим. Ох ты, нравится мне. Классно. Прикольный квартал. Так что будете здесь, улицу вы теперь знаете. Вернее, переулок Протопоповский. Открыт озон. Давайте посмотрим, как выглядит хотя бы входная группа. Ну ладно. Скорее всего, здесь уже все переделали, поэтому той старины мы, конечно, не увидим. Ну, прикольно. Хорошее место для того, чтобы просто прийти посмотреть, как все было устроено. Я реально не могу поверить, что здесь давали бесплатные квартиры. Как? Наверное, такое, где еще можно было увидеть? При Советском Союзе, когда еще давали квартиры. Но опять же, не просто так давали. Нужно было отработать на производстве лет 20, отпахать. Потом тебе дадут квартиру. Хотел уйти, но завернул за угол и вот это увидел. И я ужаснулся. Заложенные кирпичом окна, походу, кондиционеры. Но здесь печально. Я не знаю почему, но неужели трудно здесь тоже доделать? Все, друзья, движемся с вами дальше. Выходим сейчас на проспект Мира и идем вперед. Шел через дворы, и посмотрите, какая красота. Старая Волга. Скорая помощь. Ну, давно, видимо, она никуда не выезжала, пыльная. Прикольно. Номер 73. Скорее всего, участвует в каких-то ретро-фестивалях. А вот это усадьба за забором. Но туда пройти нельзя. И здесь очень тихо, прохладно. Такой закрытый дворик. Даже не знаю, где я иду, что за улица. Может, все тот же Протопоповский переулок. О, выговорил.
Проспект Мира. Небольшая аллея, тенистая. Доходный дом Клейна. Дом такой, знаете, неприметный. За ним и на той стороне сталинские громады. Но посмотрите вот на эти окна. Я уже сегодня вам неоднократно говорил. Смотрите на окна. Узнаете почерк? И построил его тот самый Клейн, про которого я рассказывал в начале. Который строил дом Перловых, чайных магнатов. Также он создал Пушкинский музей и здание ЦУМ. То есть известный был архитектор, конструктор городской. Но еще видно, что дом надстраивали. То есть вот на самом верху он уже надстроен. А еще я заметил, что здесь ресторан Ашхабад. И скорее всего здесь туркменская кухня. Раз ресторан Ашхабад. Ох, был я в Ашхабаде. Классно. Летом жара 45-50 градусов. Зимой не холодно, тепло. Река Мургаб. Что там? Фирюза. Курорт. Речка Фирюзинка. Классные были времена. Я бы с удовольствием сейчас в Ашхабад бы съездил. Но туда очень сложно попасть. Да и недешево. Недешево. Но я бы с удовольствием туда побывал. Съездил бы в древний город Мерв, Чаржоу, Ашхабад. В общем, Байрам-Али. Вот, насколько я в голове все это помню. Так, друзья, отвлекся немножко от нашего действа. Трехэтажный доходный дом. Вот это банный переулок, по факту. Включайте воображение. О, смотрите, сколько стоит парковка. В общем, включайте воображение. Здесь вот, мне кажется, прямо вот здесь, где-то на углу, когда-то стояли знаменитые каменные бани купца Михаила Ломакина. Между прочим, сюда годами приходила мыться, париться вся Мещанская слобода, по которой мы с вами идем. В советские годы баню переименовали в те самые Мещанские, а затем полностью уже снесли. Так что некоторые объекты не доходят до наших дней, не доживают. А еще посмотрите на это фото. Оно как раз таки сделано где-то вот здесь, наверное, в этом районе. Мне кажется, или в 22-м году тоже занимались ямочным ремонтом на дороге. Меня реально призабавила эта фотография. Я думаю, что это был ямочный ремонт. Так, а вот это уже дом наркомвода. А, и школа, в конце была школа. Такой вот массивный фасад. Министерская Москва, вот что-то такое. Но нам нужен двор. Давайте сейчас во двор. Дойдем до конца. И нам нужен двор. Опять шум. Машин стало еще больше. Время уже, по-моему, 10-й час, насколько я помню. Библиотека, что ли? Банный переулок остановка называется. Так что ориентир вам, ребят, кто захочет в это место. На той стороне ремонт идет в здании. Какие необычные окна, смотрите, квадратные. Тоже, кстати, редкий фасад. Я мало где видел такие окна. Можно сказать, даже вообще не видел. Так, вот мы дошли с вами до угла. А здесь ремонт. Смотрите на эту табличку. Здравствуйте. В этом здании находилась школа 273. И вот здесь Высоцкий учился. Я так понимаю, что вот эта школа и есть.
Представляете? Здесь учился мальчик Володя Высоцкий. Шел по вот этой дорожке прямо в класс, как все. Но здание на самом деле выдает себя, что действительно вот что-то было, либо доходный дом, либо школа. Ленин. Да. Ленин тут почему, не знаю. Дальше еще покажу, где жил Высоцкий именно в детстве. Куда его привезли, когда он родился. У нас он сейчас дом, по-моему, да, по-моему, в самом конце, с правой стороны. Еще, смотрите, идем мы с вами по проспекту Мира. И длина этого проспекта почти 9 километров. А мы сегодня с вами пройдем где-то 3 километра. По факту третью его часть. Так что, если интересно вам прогулку по этому проспекту дальше, впереди все-таки еще 6 километров, пишите в комментариях. Обязательно найдем что-нибудь там интересное, скрытые детали, скрытую Москву, которую от нас с вами прячут. Тоже сталинская, ну не высотка, ну наверное высотка все-таки. Больше 4 этажей, больше 5 этажей назовем высоткой. Первые этажи, смотрите какие. Так, мне нужен проспект 76. Это он или нет? Нет, это не он, это 70-й. Павел Алексеевич Кабанов в этом доме жил. Герой социалистического труда. Это что за стеклянное здание? Что-то написано там China. Bank of China, что ли? Китайский банк. Да, точно, китайский банк. Стеклянный, видите? Вот такие вот дела. Так, ну вот это, наверное, и тот дом, который мне и нужен. Но фасад весь завешен. Давайте-ка я сейчас перемещусь туда подальше. Да, нет, вон тот следующий дом мне нужен. Давайте сейчас туда перемещусь и оттуда начнем. Потому что здесь особо-то смотреть нечего. Что нам разглядывать на вот эти белые штуки. Смотрите на эту громадину. Тоже сталинская высотка. Проспект Мира, 76. И вот здесь когда-то стоял старый дом, коммуналка, длинные коридоры. Высоцкий еще воспевал его в своих балладах. Дома нет, а на его месте вырос вот этот гигант. Очень он длинный, как раз таки до ТТК. Давайте-ка заглянем во двор. Может быть, там еще остались те следы той старой Москвы. Хотя я сомневаюсь. Балкончик, смотрите, какой. Даже не балкончик, а так вышел. Вышел, посмотрел и зашел назад. Дворы все закрытые. Хотя здесь, смотрите, можно пройти. Здесь вообще убрали. Ну и хорошо. Не люблю закрытые дворы. Тишина. Слышите? Вы слышите? И я не слышу. Потому что тихо. Проспект Мира. У нас за домом дом. Все поглощает, все скрывает. Вот, наверное, слушайте, вот это, наверное, остатки той самой старой Москвы, где жил, возможно, Высоцкий. Смотрите, он как бы встроен. Я только не знаю, есть ли там проходы или он все-таки как бы отдельно строящее здание. Ну вот представляете, что вот здесь Высоцкий гулял, играл с детьми, был обычный ребенок. Вот в этом дворе. Ну, конечно, было все по-другому. Слушайте, но дом, мне кажется, все-таки еще с тех времен. Так, друзья, кто у нас знает, напишите в комментариях. 76, строение 2. Это тот самый старый дом коммуналки или нет?
Но мне кажется, что это он и есть. То есть то, что от него осталось. Вот история, да? Еще одна. Один дом поглощает другой дом. Вот такая она Москва. Окошки маленькие, где-то заложенные. Дверь. Интересно, как они туда поднимаются. Или это пожарный выход. Когда убегаешь, ну там уже не важно, если ты с этого этажа, как говорится, спрыгнешь. Что это такое? Я не понимаю, он жилой или не жилой. Вижу там бутылки какие-то, окна с занавесками. Надо у кого-нибудь спросить. Но никого нет. Никого нет. Доставщик навряд ли знает. А вот сейчас у женщины спрошу. Здрасте. А вы не знаете, это старый дом, да, вот, который здесь раньше был? Тут же, да. Тут же раньше была как коммунальная квартира, где Высоцкий жил. Это вот это и есть. То есть он остался. Ничего себе. А, вход это? Это сейчас не жилые, да? Или квартиры? Не жилые. То есть по факту вот она. Здесь вроде это есть музей Высоцкого. А, вы прямо вот здесь музей Высоцкого есть? А, я и не знал. Даже вывески никакой нет. Сюда приезжают и на экскурсию. А вы здесь живете, да? Тут работают. А, работаете, знаете, вы молодцы. Классно. Вот по факту. Можете зайти и спросить, бегать. Да, я сейчас пойду уже. Просто оставлю адрес, кому интересно, потом придут. А вы были в музее? Нет. Не ходили? Ой, ну классно, что такое место еще есть, где... Вы же знаете, да, историю, что он здесь, ну, его родился, сюда его привезли? Что Высоцкий родился, его сюда привезли. Нет, я историю не знаю. Вот. Он здесь. Да, то есть он родился, его сюда привезли. И он здесь жил. То есть мальчуганом бегал во дворе. Ну, вот тут они, видно, что комнаты, да, там... Да, вот они маленькие. Поработать. Понял, ладно. Хорошего дня, спасибо. Ну вот. Классно. Теперь вы знаете, где жил Высоцкий. Слушайте, мы с вами уже были и в музее Высоцкого. Потом я показывал квартиру, не квартиру, а дом Высоцкого. Помните грузинскую слободу видео? Обязательно посмотрите, я там показывал, где жил Высоцкий. И еще одно место нашли, где он, ну, по факту родился. Какие мы с вами молодцы. Исследователь. Ой, шумная ТТК. Ну а мне надо пройти на ту сторону. Вот здесь, под землей. Пойдемте. Шумный проспект Мира. И сейчас будет тоже такая одна из неприятных точек маршрута. Вообще шум наверху. Бетон, металл. Никакой романтики. Это на самом деле сейчас и есть такая настоящая Москва. Шумная. А, вон, кстати, видите, метро Рижская станция. Вот она, простая. То есть никаких там изысков, ничего сверхъестественного. Так, и я... Как бы мне пройти? Вот, наверное, вот здесь пойду. Трамвайчик стоит. Рижская площадь перед нами, друзья. По факту бывшая крестовская застава. Посмотрите на ее масштаб. Слева, справа развязки, такие потоки машин, эстакада. Ощущение, что вот так было всегда. Ну а когда-то вообще здесь стояли огромные кирпичные водонапорные башни. Такие настоящие городские гиганты, можно сказать. Они снабжали водой Москву. Кстати, очень похоже на газголдеры, которые я уже снимал. Посмотрите видео, кто не видел. В общем, две гигантские башни. Представляете кадр?
две гигантские башни, красный кирпич, между ними мостик. Но сейчас от них, видите, ничего не осталось. Осталось только шум, суета, универмаг. В общем, исчезла Сухаревская башня, с которой мы, кстати, начали. Ну, а потом исчезли вот эти Крестовские башни. Короче говоря, город пережевывает все, что есть на своем пути. Я не сомневаюсь, что через лет 100, возможно, не будет и универмага, и вот этого всего, то, что мы с вами видим. Ну, а перед нами вокзал-призрак, Рижский вокзал. Красавец. Я считаю, что это один из самых красивых вокзалов Москвы. Но сейчас он безлюдный. Такой сказочный терем. Башенки. Причем построен он в псевдорусском стиле. Открыт был в 1901 году. И с вокзалом связана интересная такая легенда про невидимые стрелки. Извозчики клялись, что по ночам сами собой здесь переключались стрелки, загорался семафор зеленым, но сам факт, что поездов не было. И они, соответственно, этого боялись, пугались, рассказывали. А на самом деле это не мистика, а всего лишь для того времени такая уникальная была автономная как станция, наверное, или электроприбор, который работал и переключал, соответственно, стрелки, семафор. На самом деле очень странно наблюдать картину. Вот ты видишь вокзал, а люди оттуда не выходят. Как так? Вот что-то подобное я снимал в Белграде. Кто со мной из Сербии еще, тот помнит, наверное, этот момент. Был прямой эфир. Я снимал там бывший железнодорожный вокзал, который тоже так же пустует. Давно рельсы оттуда поубирали. И он просто стоит. Прохожие любуются им. По факту, этот вокзал тоже, наверное, ждет такая же история. Больше не принимает поезда. Еще РЖД выставила его на продажу, кстати, точно. На торги. Сносить памятник запрещено. Но, честно говоря, я не знаю, что будет внутри. Как обычно у нас бывает, фасад сохраняют, а внутри все меняют. Надеюсь, что с этим вокзалом этого не произойдет. У нас сегодня с вами забавный маршрут получился. Начали маршрут у башни, которой давно нет, а закончили у вокзала, который совсем скоро станет другим. Вот такая она Москва. Кстати, рекомендую посмотреть выпуск про знаменитые голдарейки.